Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я буду изготавливать многофункциональный шлифовальный станок в свою мастерскую. Я очень давно хотел сделать нечто подобное, просто очень долго думал над особенностями конструкции этого станка. У меня он будет позиционироваться как грубая шлифовальная машина для обработки как и дерева, так и металла. Также он еще будет являться заточным станком для практически всего слесарного инструмента, который у меня имеется в наличии. Сердцем этого станочка будет являться вот такой асинхронный двигатель от стиральной машинки Вятка Автомат. Я его заказывал на Авито, с доставкой у меня обошелся всего-навсего в 1200 рублей. В чем же особенности этого двигателя? Дело все в том, что это обычный асинхронный двигатель максимальной мощностью 800 Вт, который стандартно в своей конструкции имеет уже две скорости вращения. Одна вращается с частотой 320 оборотов в минуту, а вторая вращается с частотой 2750 оборотов в минуту. Кроме того, эти две скорости можно включать в реверс. Что это нам дает? Это нам дает две скорости, которые могут вращаться против часовой стрелки, и две скорости, которые могут вращаться по часовой стрелке. Для применения в заточном станке этот мотор как нельзя кстати подходит за свой бюджет. На больших оборотах я могу полировать, шлифовать, в общем использовать его как наждак. Ну а на маленьких оборотах я могу спокойно затачивать любой практически слесарный инструмент, не боясь, что режущая кромка может сгореть. Стандартно у него уже стоит шкив. Шкив этот закреплен на самом валу очень надежно, он сидит на шлицах, кроме того здесь еще и вкручен болт. То есть от проворота он защищен, а значит сюда наждачную поверхность я и буду закреплять. Еще стандартно в нем хорошо, что сохранились вот такие вот салон-блоки. Они выполнены из хорошей мягенькой резины. Значит, на них я его и закреплю. Резиночки это очень хорошо. Вибрация будет устранена практически полностью. В качестве корпуса для этого двигателя я буду использовать 12-мм фанеру. Значит, конструктив будет следующий. Это будет кубик, длина, ширина и высота которого 26 см. Почему куб? Ну, мне, во-первых, удобно будет его поставить в мою малогабаритную мастерскую. И, во-вторых, если мне нужно работать с торца, и работаю с торца. Также этот кубик могу развернуть вот так и работать вот так. То есть, это будет универсальненько. Значит, сюда я закрепил на 6 болтов два вот таких уголка высоких. Уголки были сделаны из 60-й профильной трубы. Я вдоль их вот так вот разрезал. У меня получилось два уголка. Значит, теперь надо будет поставить сам движочек вот сюда. Вот так. Ну, как он плотно заходит, хорошо. Вот так, отличненько. И закреплять. А закреплять я все это буду на болты М8 с гаечками, тоже с нейлоном, чтобы не откручивалось это все. Коробок для моего станочка уже в принципе собран, покрашен и с трудом просушен при таких низких температурах. Как вы можете заметить, что здесь уже проделаны все технологические отверстия. Это отверстие для того, чтобы подсоединить шнур питания, вот эти два для того, чтобы включить кнопки управления двигателем, а это вентиляционные каналы. Они нужны для того, чтобы проходил воздух и охлаждал сам двигатель. Также здесь профрезерованы пазы. Пазы нужны для того, чтобы могла передвигаться по ним сама каретка. Дальше что я сделаю? Я дальше поставлю на заднюю поверхность и на низ резиновые ножки для устойчивости и для гашения вибрации. И подключу этот станочек к питанию.
В качестве ножек я давно использую вот такие вот шайбы для поликарбоната. Они выполнены из резины плюс шайбочка. Хорошо себя показали, устойчиво стоит станочек, и я уже использую их не один раз. Креплю на вот обычный саморез. Для управления двигателем я буду использовать вот такие трехпозиционные двухконтактные кнопочки. Конечно, лучше было бы использовать, наверное, поворотные переключатели, но, во-первых, мне их не удалось найти, а во-вторых, эти кнопочки даже лучше, потому что здесь можно осуществлять управление всего лишь одним пальцем. Ну а в поворотном переключателе нужно два пальца, как минимум указательный и большой. Двигатель к сети подключен. Схема подключения здесь на самом деле несложная. Вы можете видеть ее здесь на экране, специально для вас разрисовал. Значит, первый переключатель у меня отвечает вращение в левую сторону, в правую сторону, а второй переключатель у меня отвечает за скорость вращения. Ну, попробуем. Здесь все интуитивно просто. Если кнопка вниз, значит против часовой. Классно. Если кнопка вверх, значит по часовой. Это вот маленькая скорость. Перекручиваем на большую скорость. По часовой. Отлично. И против часовой. Респектище. Теперь самая ответственная часть. Необходимо закрепить сюда шайбу, на которую можно было бы цеплять весь абразивный инструмент. Значит, здесь у нас стандартно закрепленный жестко есть шкив. Что я сделал? Внутри вала я просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт М8, чтобы можно было затягивать весь всевозможный абразивный инструмент. В самом шкиву я просверлил отверстие и нарезал резьбу М5, для того, чтобы можно было закрепить на клей намертво вот такую шайбу из фанеры. Торцевое радиальное биение этой шайбы уже убрано, то есть она уже здесь стояла, я это уже все тестировал. Внутри шайбы впрессована вот такая вот втулочка, я ее выполнил из латуни. Внешний диаметр этой втулочки 22 мм. Это позволяет нам цеплять на этот станок все болгарочное оборудование, а это ассортимент очень огромный. Внутри сквозное отверстие на 8, чтобы мог проходить сюда болт. Так как у нас станочек реверсивный, то по часовой стрелке вращения, в связи с тем, что болт имеет правую резьбу, инструмент будет откручиваться. Для того, чтобы он не откручивался, я вот сюда вклею вот такой вот шкант. Он нам позволит не откручиваться никакому инструменту вообще и в принципе. Шкант будет вклеен сюда. Вот такая вот дополнительная шайба будет специально для любого болгарочного оборудования. Ну, к примеру, вот этот вот зачистной диск. Это просто чисто для примера. И болтом это все будет притягиваться. Обалденно, просто классно. Завершающей частью постройки вот этого станочка будет являться установка вот такого подвижного подручника. Подручник выполнен очень просто, из такого же материала, что и сам станочек. В нем имеются ответные направляющие, в моем случае это деревянные направляющие, которые будут ползать вот по этим профилированным пазам на самом станке. Конечно, в идеале можно было бы изготовить эти направляющие из алюминиевого профиля, это было бы точнее. Плавность хода была бы лучше, но в моем городе мне алюминиевого профиля и направляйки найти не удалось. Как только появится, так сразу установлю. Пока будет деревянная. В общем, подручник устанавливается вот так вот в эти пазы. Здесь профрезерован паз для того, чтобы можно было затягивать это все вот таким вот барашком. Барашки выполнены из отходов материала фанеры, выполнены очень просто, склеены между собой клеем ПВА и впрессован в них болт. По мне, так это самый лучший и дешевый вариант, который можно изготовить. Почему? Потому что ручечки такие ухватистые, а значит я могу передать большой крутящий момент, и плоскость прижима очень большая, что обеспечивает надежность прижатия.
В самом станке просверлено отверстие и с той стороны запрессована усовая гаечка с резьбой. В общем, я вставляю сюда вот ручечку, нащупываю резьбу, готово. Второй ставлю с другой стороны. Ну вот, теперь у меня подручник может, так сказать, устанавливаться на необходимый мне вылет. Ну и, собственно говоря, фиксация здесь, конечно, то есть претензий никаких к ней нет. На самом подручнике имеется градусная мера. Градусную меру я наносил уже на самом станке при установленном круге, чтобы все было четко, аккуратно, точно. Тут на самом деле все просто. От 0 до 90 градусов, то есть разлиновал я с шагом в 5 градусов. Это мне поможет очень быстро выставлять угол, который мне необходим. На этом станке больше всего я буду использовать вот такие круги шлифовальные на ворсовой основе. Чем они мне нравятся? Это тем, что они очень недорогие, они хороши в производительности и очень быстро меняются. Угробил я диск, выкинул в помойку, приклеил быстренько новый и работаю дальше. Отлично. Значит, для этих дисков шлифовальных были изготовлены 3 вот такие шайбы. Это 200, 150 и 125. Значит, 125 и 150 под стандартные диски, а 200 это я уже вам расскажу дальше, что я буду с ним делать. Изготовлены они очень просто. Из 2 листов фанеры были склеены при помощи клея ПВА. Для более надежной жесткости были скреплены 4 саморезами. Радиальное и торцевое биение было убрано стамеской на самом станке же. Для выведения четких углов режущего инструмента, который я затачиваю на этом станке, наждачная бумага на ворсовой основе не подходит совсем. Я сейчас объясню почему. Как только я подвожу режущий инструмент, который я пытаюсь заточить, наждачная бумага начинает прогинаться, и в итоге на поверхности получается линза. Этого мне не нужно совсем. Как я вышел из этой ситуации? В общем, я вырезал вот такие вот шайбы из ламината. Это ламинат, вырезанный по диаметру 150 мм, ровно под этот диск. Он очень прочный, жесткий. На этой поверхности, на гладкой, будет приклеено при помощи вот такого клея спрея Абра. Мне он очень понравился, очень хороший. Наждачная бумага необходимой мне гридности. В итоге что у нас получается? У меня получается вот эта шайба стоит на станке. И я могу приклеивать набор необходимых мне шайб с необходимой гридностью для заточки. Для правки лезвий была изготовлена еще вот такая шайба, тоже диаметром 150 мм на ворсовой основе. С этой стороны приклеена кожа и натерта пастой Гоя. Она нужна для того, чтобы снимать заусенец и заполировать режущую кромку. Для тех, кто сомневается в надежности такого крепления абразивного инструмента, я могу сказать вам следующее. Вот наждачный круг на ворсовой основе. Его снять достаточно легко. Но как только мы приклеим шайбу на ворсовой основе, жесткую шайбу, отодрать ее практически без подручного инструмента невозможно. Так что надежное скрепление, я думаю, комментировать не стоит. На подвижном подручнике был профрезерован вот такой вот паз и изготовлена ответная часть, в которой имеется такая же направляйка, чтобы можно было ползать по этому пазику. На ответной части есть транспортир с разлиновкой угловой величины. Все это было разлиновано при помощи школьного транспортира. Здесь относительно этой плоскости я могу поворачивать обрабатываемую заготовку в пределах, наверное, 90, может быть 100 градусов. Что это мне дает? По большому счету, этот станочек может лишить обрабатываемую заготовку 4 степеней свободы. Что я имею в виду? Если принять вот эту ось за ось Y,
вот эту ось за ось X, и вверх, которая идет, это ось Z. При установке заготовки мы можем ее вращать по оси Z. Это мы лишаем саму обрабатываемую заготовку одной степени свободы. Мы можем ее двигать по оси Y, плюс ручная подача. Это еще одна степень свободы. И по оси X мы можем как двигать саму заготовку, так и ее и вращать по этой оси. Это дает широкий спектр возможностей с заточкой углов. То есть можно подлезть под любым углом, как в обрабатываемой поверхности. Чего я, собственно говоря, и добивался. Теперь я немножко расскажу вам об установке всевозможного абразивного инструмента. Значит, для того, чтобы использовать весь инструмент, который можно использовать на УШМ, у меня есть вот такая переходная шайбочка. Переходная шайбочка устанавливается сюда. Вот эта втулочка, диаметр внешний которой на 22, немножечко вылезает наружу. Это нужно для того, чтобы отцентровать необходимый мне инструмент. Будь то алмазный диск, будь то любой абразив, будь то войлочный круг. Все, что мне необходимо. Для того, чтобы затянуть этот инструмент, есть такая переходная шайбочка у меня. Внутренний 22, внешний чуть побольше. Для того, чтобы можно было это все притянуть. Притягиваем болтиком М8 с шайбочкой. И затягиваем все это на ключик. Итого мы имеем установленный алмазный диск, к примеру. Больше всего, конечно, я буду использовать вот такие вот шайбы, которые имеют, на которых приклеена липа. Почему? Потому что с ними работать гораздо быстрее. То есть с кругами на ворсовой основе мне нравится работать, потому что это быстро. Я буду больше всего использовать круг на 150. В общем, он такой тяжеловатенький, и для того, чтобы он при реверсе не откручивался, здесь есть ответное отверстие, чтобы вставиться в этот шкант. И при всем желании его как бы не открутишь. Ну и все то же самое. Вставим шайбочку, которая нам позволит его зажать к самому станку. Вот так. Ну и вставляем болтик. Готово. Притягиваем. На месте. И круги на липучке, то есть как бы это можно использовать либо круг, можно использовать круг на жесткой основе. Кстати говоря, обалденная штука, мне очень понравилась, я уже даже их заюзал. Но есть одна такая маленькая проблемка, но она решается в принципе подручным инструментом, как бы. То есть как только вот этот диск на жесткой основе приклеен, отодрать его очень сложно, поэтому я к этому подошел вот так. Вот. Ну теперь настало время испытать этот станочек в боевых условиях, так сказать. А что удобно делать в этих плоскостях? В этих плоскостях удобно очень полировать, выводить какие-то плоскости. То есть, допустим, мне необходимо вывести плоскость самой стамески. То есть, все, что можно вывести на плоскости, когда удобно работать именно на плоскости. Ну, допустим, жена мне тут дала поточить нож на мясорубку. Я сейчас как раз таки этим и займусь. Значит, начну я, наверное, с 400. Вот, ставлю диск на 400. На жесткой основе. Так, ну, в руках я здесь удержу. Так, вот здесь вот удержу. Ну и начинаем. На маленькой скорости, много нам не нужно. Начинаем шлифовать поверхность. Охренеть. Теперь приведем в порядок стамеску, которой пользовался еще мой дед. Она, конечно, в очень плачевном состоянии. Ну, как раз сейчас мы это все и сделаем. Я обычно стамески затачиваю с двумя углами. Самый главный угол 25 градусов, а угол именно режущей кромки 35. Для чего я так делаю? Для того, чтобы
мне легче было его править. Чем меньше режущая кромочка, тем и мне легче заправить. В общем, выставил я подручник на величину 35 градусов и теперь буду затачивать режущую кромочку. Транспортир развернут на величину 90 градусов. Включаем. Прижимаю левую сторону к транспортиру и провожу в заточечку по всей плоскости. Какая красивая кромочка. Это после наждачки 2500. Шикарно. Ну и железки от рубанков точатся по точно такому же принципу. Устанавливается угол, ставится железка и шлифуется. Ну ничего так. О, какая красота! Вопросов нет. Также на этом станке можно практически идеально затачивать сверла с плоскостной и двухплоскостной заточкой. Вы посмотрите, какая красота. На шлифовке по дереву не вижу смысла вообще останавливаться, потому что тут ясен перец, что в принципе можно шлифовать заготовку под любым углом, как необходимо. Что так можно выбирать любой угол, что при наклоне можно тоже выбирать любой угол. На этом я заострять особого внимания не буду. Здесь каждый сам выбирает для себя, что ему необходимо. Итак, мои дорогие друзья, подведем итог. В общем, станком, в общем и в целом, я остался очень доволен. Прям машина 5 из 5. Для чего я его делал? В общем, мне нужен был маленький компактный станочек, на котором я мог бы выполнять два действия. Грубая шлифовальная машина и заточной станок. Если мне необходимо использовать ее как наждак, то я использую вот такие вот круги на ворсовой основе. Они мне очень сильно нравятся. Почему? Потому что по себестоимости они стоят копейки, а в производительности они очень хороши. Допустим, мне нужно что-то шлифануть, это без проблем. Можно снять подручник и шлифовать просто на кругу. Но если мне нужна какая-то угловая величина, то есть на этом подручнике я могу это реализовать. Хоть так, хоть так, хоть так, хоть так. Без проблем. Также мне необходим был заточной станочек. Заточной станочек мне нужен был только по одной причине, то есть чтобы экономить мое рабочее время. Бывает, что придешь с работы настолько уставшим, что просто с вечера на утро заправить режущий инструмент нет никаких сил и времени. У меня есть ручной заточной станочек, но там пока разложишь бруски, пока замочишь камни, пока это все выведешь, заправишь и выставишь эти все углы, то есть это потратишь не 1 час времени. На этом станочке это занимает 15 минут максимум. И как вы видели, стамески режут точно так же, как и при ручной заточке. Также на этом станочке можно затачивать сверла. У меня есть тут приспособление. Я на нем затачиваю сверла от 1 до 15 мм по металлу. Заточка двухплоскостная, плоскостная, то есть идеальная, изумительная. Об этом приспособлении я расскажу вам в следующем видео. С условием того, что здесь посадка на 22 мм, то есть открывается возможность использовать весь болгарочный инструмент. То есть весь инструмент, который можно использовать на машинке УШМ. А это огромный ассортимент всевозможных дисков. То есть сюда можно цеплять практически все. Итак, что нам может предложить завод-изготовитель по этим станкам? Множество заточных всяких станков, но стоимость у них, конечно, заоблачная. Этот станочек мне обошелся в общем в 3500 рублей. Это, конечно, прям практически даром. Но опять же, он очень компактный. Я его проектировал, чтобы вставить в свою маленькую компактную мастерскую. То есть это мой конкретно станочек, который мне будет помогать постоянно. И пользоваться я им буду постоянно. К сожалению, мне не удалось показать вам более широкий спектр возможностей этого станка по причине нерасторопности Почты России. Я специально к этому видео заказывал алмазный диск у китайцев. То есть из Китая этот диск пришел за 2 дня. А в России он уже почему-то 28 дней бродит. Вот, на этом диске я хотел вам показать заточку твердосплавных сверел, а также резцов для токарного станка, тоже твердосплавных. На том диске это можно было бы сделать без проблем. Но, увы, покажу, может быть, как-нибудь в следующий раз. Ну что же, на сегодня у меня все. Как говорится, кому понравился этот станочек, не забываем ставить палец вверх.
До скорых встреч. Пока.